Привет, друзья! В данном коротком видео обсудим накопившиеся вопросы касательно установки n8n, возникающие ошибки и способы их решения. Во-первых, в зависимости от использования разных хостинг-провайдеров могут возникнуть ошибки в Nginx Proxy Manager при добавлении сертификата безопасности. Вероятнее всего, в DNS в записи A указан общий IP-адрес вашего сервера. Если, допустим, у сервиса VDS, как, к примеру, NS-записи прописываются автоматически на добавленные домены и поддомены, достаточно просто выбрать необходимый арендованный сервер, то в других хостинг-провайдеров автоматической привязки может не быть. В таком случае вам необходимо в панели управления выбранного вами хостинг-провайдера, прикрепленных доменах и поддоменах изменить запись на IP-адрес вашего сервера. На примере Biget делается это вот так. Во-вторых, одна очень важная особенность, из-за которой наверняка у многих возникали ошибки. Изначально я прикреплял инструкцию только на Telegram-канал. Если перейти, к примеру, на веб-версию Telegram, а не на десктопную, форматирование текста ломается, что в свою очередь вызывает ошибки, потому что синтаксис Docker Compose, к примеру, очень чувствителен к количеству пробелов, регистру и так далее. В общем, дополнительно, как я и обещал, я создал сайт neiroautomata.ru. Буду дублировать инструкции туда также. На сайте установлен плагин для копирования кода одной кнопкой и с сохранением форматирования. Добро пожаловать на сайт. В-третьих, об этом я не указывал в основном видео, но это предельно важный момент, на котором кто-то мог застопориться. При установке n8n через портейнер, когда создаете переменное окружение и указываете логин и пароль пользователей базы данных Postgres, в переменных окружения логин root пользователя должен совпадать с логином no-root пользователя, и пароль root пользователя должен совпадать с паролем no-root пользователя. Также логин и пароль базы данных не должны содержать спецсимволов и пробелов. Необходимость указывать одинаковый логин и пароль связана с тем, что при установке n8n у стандартного не root пользователя нет прав и привилегий для записи в базу данных, и по факту должен быть один пользователь. Но вы можете спросить, зачем тогда выводить переменные для второго пользователя, и будете правы. Но это официальная инструкция и официальный Docker Compose email файл с переменными окружения. Так рекомендуют ставить разработчики n8n. Но вы, безусловно, можете сделать второго, no-root пользователя, но придется выдать ему привилегии для записи в создаваемую базу данных. Это несколько правок и консольных команд. Если интересует, как именно это делается, напишите в комментариях. В общем, просто задавайте одинаковый логин и пароль для root и не root пользователя, и все будет хорошо. Ну и самое, пожалуй, важное при установке n8n на сервер — это прописать ваше доменное имя для всех сервисов внутри n8n. Самый простой пример, где это используется, это, например, веб-хуки или привязка авторизации Google. По умолчанию используется адрес localhost с портом. Итак, чтобы добавить доменное имя, переходим в портейнер, в основной код стека, где у вас установлен n8n. Напоминаю, чтобы туда попасть, используйте вкладку Editor. Спускаемся до раздела Environment, ниже строчки db Postgres, password Postgres non-root password, и добавляем следующий код. Ну и переменные окружения к новым добавленным строчкам. Указываете ваш домен, я укажу свой с поддоменом. Также укажите порт n8n, если вы меняли его при установке. По умолчанию 5678. Если не меняли, оставьте как есть.
Ну а на сегодня это все. В роботе также много всего интересного и готовится к публикации на другие темы. Увидимся в новых видео. Пока. Thank you.